Под самыми сухими городами древнего мира текли реки, которых никто не видел. И иногда именно они, а не дворцы, не армии и не цари, решали, будет ли цивилизация жить. Без моторов, без насосных станций, без спутниковых карт. Только уклон земли, память о дожде и люди, которые умели слушать камень. Но если реки были невидимыми, кто первым понял, где их искать? И почему некоторые цивилизации строили свои величайшие храмы не там, где было красиво, а там, где вода могла исчезнуть? А самый странный вопрос не в том, как они доставляли воду. Вопрос в другом. Почему многие из этих систем работали веками, а потом были забыты почти за одно поколение? Когда ЮНЕСКО внесла персидские канаты в список всемирного наследия, формулировка была почти сухой. Подземные тоннели с легким уклоном собирали воду из водоносного слоя и выводили ее к поселениям и полям. Но за этой фразой скрывается не просто инженерия. За ней скрывается способ видеть мир, в котором река может течь под землей, а город может держаться на линии темных шахт, похожих сверху на следы гигантской иглы. Канат начинался с материнского колодца, глубокой вертикальной шахты, которая достигала водоносного горизонта. От нее в сторону города шел почти горизонтальный тоннель. Не идеально горизонтальный, чуть-чуть наклоненный. Настолько точно, чтобы вода текла сама, но не разрушала стены. Это не звучит как чудо, пока не представить человека, который стоял в пустыне 3000 лет назад и говорил другим: «Копайте здесь, не у реки, не у озера, здесь, под сухой землей». Дэвид Эванс и его коллеги, работавшие с воздушным лазерным сканированием в районе Анкора, опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences исследование, где лидар показал не просто храмовый комплекс, а огромный организованный ландшафт. Дороги, насыпи, каналы, резервуары, следы городской ткани под лесом. А в Тикале, городе древних майя, Кеннет Танкерсли из университета Цинциннати и его соавторы описали в Scientific Reports систему фильтрации воды циолитом, минералом, который способен очищать воду от примесей и микробов. Это происходило не в лаборатории 20 века. Это происходило в резервуаре древнего города. 3 мира – иранская пустыня, камбоджийские муссоны, гватемальские леса. Разные языки, разные боги, разные камни. Но один и тот же тихий принцип. Цивилизация начинается там, где люди перестают ждать воду и начинают создавать ей путь. И вот факт, который звучит почти невозможным. Некоторые древние города были не построены рядом с водой. Они были построены вокруг идеи воды. Представьте линию в пустыне. Сверху она выглядит скромно. Цепочка круглых отверстий, уходящих за горизонт. Каждое отверстие — это шахта. Каждая шахта — доступ к тоннелю. Каждый тоннель — часть подземной реки, которую человек не видит, но слышит. Канат мог тянуться на километры. Его строители должны были держать уклон таким мягким, что ошибка в несколько ладоней могла испортить все. Слишком круто — вода размоет стенки. Слишком ровно — она остановится. Слишком глубоко — люди задохнутся и не смогут вынести грунт. Слишком мелко — тоннель пересохнет. Никакого экрана с цифровой моделью рельефа, только веревка, глазомер, опыт, тишина. Сегодня, когда прокладывают городской водопровод, инженеры пользуются геодезией, лазерными приборами, картами грунтов, расчетами давления, техникой, нормативами и доступом к внешней энергии. Древние строители канатов решали другую задачу. Они должны были сделать так, чтобы вода пришла сама. Без давления, без двигателя, без приказа. В этом есть что-то почти философское. Они не заставляли воду подчиниться. Они создавали условия, при которых вода соглашалась идти. В Анкоре задача была иной. Там вода не пряталась от людей в пустыне. Наоборот, она приходила слишком мощно. Муссон мог принести избыток, а затем оставить землю в ожидании.
Поэтому кхмерские инженеры строили не просто каналы. Они создавали огромную систему задержки, распределения и хранения воды. Лидарные данные, описанные командой Дэвида Эванса, показали, что храмы Анкора были встроены в планированный городской ландшафт, где водная инфраструктура была частью самой формы столицы. А теперь перенесемся в Тикаль. Здесь нет полноводной реки, текущей через центр города. Вода приходит с дождем. Она падает на площади, крыши, каменные поверхности, стекает по уклонам, собирается в резервуарах. Но просто собрать воду мало. В тропическом городе стоячая вода быстро становится опасной. Она цветет, она заражается. Она превращается из источника жизни в источник болезни. И вот здесь древние майя делают то, что звучит почти современно. Используют минералы как фильтр. Scientific Reports описал доказательства циолитовой фильтрации в резервуаре Кориенталь в Тикале. Датировки показывают, что система работала в промежутке примерно от позднего доклассического до классического периода майя. Циолит. Камень, который чистит воду. Не магия. Геология. И это меняет взгляд на древний город. Мы привыкли видеть пирамиды, храмы, царские надписи. Мы ищем лица правителей. Мы восхищаемся высотой стен. Но, возможно, настоящая власть была ниже. В канале, в резервуаре, в тонком слое песка и минерала, через который проходила вода. Чтобы понять эти невидимые реки, нужно на время забыть слово «примитивный». Оно мешает. Оно делает древних людей маленькими, хотя их решения часто были большими именно потому, что возможностей было меньше. Возьмем канаты. ЮНЕСКО описывает их как систему, где материнский колодец достигает водоносного слоя, а затем почти горизонтальный тоннель ведет воду к поселению. Вертикальные шахты вдоль пути нужны были для вентиляции, доступа и удаления грунта. Это значит, что строители думали сразу в 3 измерениях. Они видели поверхность – сухую, пыльную, обманчивую. Они представляли глубину – там, где вода лежит в породе. И они рассчитывали путь – длинный, темный, почти невидимый. В современном воображении река – это поверхность, блеск, шум, берег, мост, рыбаки, лед весной, камыш. Но для древнего иранского инженера река могла быть линией под землей. Для кхмерского архитектора река могла быть сезонной памятью муссона. Для майя река могла быть дождем, который надо поймать, успокоить и очистить. Именно поэтому тема невидимых рек – это не только о воде. Это о том, как разные цивилизации учились разговаривать с временем. Пустыня говорит медленно, муссон говорит рывками, тропический город говорит через риск. И каждый раз человек отвечал системой. В Анкоре лазерное сканирование позволило увидеть то, что обычный взгляд не удерживал. Под растительностью проступали линии искусственных изменений – каналы, насыпи, организованная городская структура. Команда Эванса описала использование воздушного лидар для создания точных цифровых моделей поверхности под лесным покровом. Представьте, что лес – это одеяло. 1000 лет оно лежит на городе. Корни закрывают дороги. Листья закрывают насыпи. Дождь стирает края. А потом лазерный луч проходит между листьями, и город снова появляется. Не как руина, как чертеж. Тикаль открывает другую сторону этой истории. Танкерсли и его коллеги применили рентгеновскую дифракцию и радиоуглеродное датирование, чтобы исследовать осадки резервуара Кориенталь. Именно так была выявлена циолитовая фильтрация в древней системе питьевой воды. Это не романтическая догадка. Это минералы в осадках. Это слой за слоем. Это химия, оставшаяся после людей, чьи имена мы уже не знаем. И здесь начинается первое раскрытие. Кто первым понял, где искать невидимые реки? Не один гений с озарением, а поколение людей, которые наблюдали Землю дольше, чем мы обычно наблюдаем собственные города. Они замечали, где после редких дождей дольше держится зелень, где почва прохладнее,
где склон достаточно мягкий, где камень позволяет тоннелю не обрушиться, где вода не видна, но ее присутствие выдает сама жизнь. Их инструментом была не только техника, их инструментом было внимание. Самое удивительное в этих системах не то, что они были сложными. Самое удивительное, что они были терпеливыми. Современный город часто решает проблему воды силой. Перекачать, поднять, очистить, сбросить, снова перекачать. Электричество делает воду послушной. Насосы превращают рельеф в условность. Но древний канат не мог спорить с рельефом. Он должен был с ним договориться. Это другое мышление. Представьте современного человека, который привык открыть кран и не знать, откуда пришла вода. Для него водоснабжение – это невидимая услуга. А для древнего города невидимая река была не услугой. Она была судьбой. В Петре, столице набатеев, вода тоже была не просто ресурсом. Город, высеченный в песчанике, стоял в ландшафте, где внезапные паводки могли быть разрушительными, а засуха – постоянной угрозой. Описание набатейской гидравлики фиксирует каналы, резервуары, трубы и устройство контроля потока. Вдоль Сика, главного входа в Петру, проходили водные каналы и глиняные трубы, ведущие воду в город. Сик сегодня воспринимается как драматическая дорога к сокровищнице. Узкая расселена, высокие стены, свет впереди. Но для города это был не только путь паломника или торговца. Это был коридор воды. Камень здесь был не декорацией, он был инфраструктурой. И теперь мы можем вернуться ко второй петле. Почему некоторые цивилизации строили свои величайшие храмы не там, где было красиво, а там, где вода могла исчезнуть? Потому что храм, город и вода часто были одной системой. В Анкоре храмовые комплексы нельзя отделить от каналов и резервуаров. В Тикале церемониальные площади были частью водосборного ландшафта. В Петре священная архитектура возникала внутри скалы, которая одновременно направляла и защищала поток. Мы смотрим на фасад. Они строили среду. Мы видим памятник. Они видели цикл. Для контекста, современный небоскреб может поражать высотой, но он зависит от сети, которая скрыта в стенах, под улицами, в кабелях, насосах, серверах и станциях. Древний храм тоже имел скрытую сеть, только вместо серверов – резервуары, вместо кабелей – каналы, вместо электричества – гравитация. И в этом сравнении древний мир становится не проще нашего, он становится тише. Но у невидимых рек есть темная сторона, не мрачная, глубокая. Чем сложнее система, тем больше она зависит от памяти. Пока люди знают, где чистить канал, где укреплять стенку, где распределять воду, где не строить, где не засорять, где ждать паводка, система живет. Она может пережить царей, войны, смену языка, даже смену религии. Но стоит порваться цепи знания, и камень начинает молчать. Канат, который не чистят, заиливается. Резервуар, который не обслуживают, становится болотом. Канал, который не понимают, превращается в канаву. И через несколько поколений потомки могут жить рядом с чудом, не зная, как оно работало. Это один из самых важных уроков древней гидравлики. Цивилизация держится не только на сооружениях. Она держится на повторяемом знании. На людях, которые приходят каждый сезон. На мастерах, которые учат учеников. На правилах, которые кажутся скучными, пока не исчезают. В Анкоре водная система была связана с продовольственной устойчивостью и возможностью поддерживать большие проекты. Публикация о лидарных исследованиях подчеркивает, что водное управление помогало стабилизировать производство пищи в условиях переменчивого муссонного климата. Но та же масштабность могла стать уязвимостью. Когда климат меняется, когда каналы повреждаются, когда осадки приносят слишком много песка, когда политический центр слабеет, большая система начинает требовать больше внимания именно тогда, когда у общества меньше сил. И вот здесь закрывается третья петля. Почему многие системы работали веками, а потом были забыты почти за одно поколение?
потому что вода может течь по тоннелю без человека. Но система не может помнить без человека. Если исчезают мастера, исчезают карты, исчезают ритуалы обслуживания, исчезает власть, способная организовать труд, невидимая река остается под землей, но цивилизация теряет с ней разговор. Это страшно только на первый взгляд. На самом деле это возвышающе, потому что показывает, самые важные достижения древности не всегда были каменными. Иногда они были социальными. Они существовали в руках, голосах, привычках, сезонных обязанностях, в том, как один человек говорил другому: «Не трогай эту стенку, очисти этот вход. Подожди до первого дождя. Вода пойдет не сегодня, но пойдет». Знание может быть невидимой рекой, и оно тоже нуждается в русле. Теперь начальная невозможность выглядит иначе. Мы начинали с простого образа. Под древними городами текли невидимые реки. Но теперь ясно, что это были не просто подземные потоки, это были системы мышления. Канаты учили человека искать воду там, где поверхность молчит. Анкорские каналы учили город переживать избыток и недостаток. Резервуары Тикаля учили превращать дождь в питьевую воду. Петра учила скалу быть не преградой, а сосудом. И если собрать все вместе, возникает картина, в которой древние цивилизации выглядят не как дети человечества, случайно сложившие камни в красивые формы. Они выглядят как зрелые общества, которые понимали главное. Вода редко приходит тогда, когда удобно. Она приходит раньше, или позже, или слишком быстро, или слишком глубоко. Цивилизация начинается там, где человек перестает требовать от природы удобства и начинает строить отношения с ее ритмом. Мы часто рассказываем историю через войны. Кто кого завоевал, кто построил стену, кто оставил надпись, кто правил дольше. Но есть другая история. Тише, глубже, честнее. Кто сумел сохранить воду? Кто сумел разделить ее? Кто сумел очистить ее? Кто сумел провести ее туда, где ребенок утром поднесет чашу к губам и не будет знать имени инженера, которому обязан жизнью? И вот последний маленький вопрос остается открытым. Если столько великих цивилизаций держались на невидимых реках, то сколько наших собственных невидимых рек мы перестали замечать? Не только водных, энергетических, знаниевых, человеческих, тех, по которым течет доверие, память, труд, внимание. Мы видим здания, но не всегда видим системы, которые позволяют им стоять. Мы видим города, но не всегда видим людей, которые каждую ночь чинят их тихую внутреннюю жизнь. Мы видим историю как череду имен, но вода помнит иначе. Она помнит уклон. В древних водных системах есть особая красота. Не красота золота, не красота победы. Красота заботы, растянутой на века. Человек копает тоннель, зная, что, возможно, не увидит всей пользы. Он укрепляет канал, по которому будут пить чужие дети. Он очищает резервуар не потому, что его имя высекут на камне, а потому что завтра город проснется, и ему понадобится вода. Это почти противоположность славе. И, может быть, поэтому такие сооружения так долго оставались в тени храмов и дворцов. Храм говорит громко, вода говорит тихо, но без воды храм пустеет. Когда мы смотрим на древние цивилизации, нам хочется найти секрет, неизвестную технологию, потерянную карту, гениального царя, загадочную формулу. Иногда секрет проще. Они умели быть внимательными дольше, чем мы привыкли. Они знали, что маленький уклон может кормить город, что чистый песок может стать фильтром, что камень может направлять паводок, что дождь, пойманный вовремя, становится не погодой, а будущим, и что цивилизация – это не только момент великого строительства, это каждый день после него, каждый день, когда кто-то спускается к воде, каждый день, когда кто-то проверяет стенку, каждый день, когда кто-то помнит, что невидимое тоже может быть главным.
Возможно, именно поэтому древние водные системы так волнуют нас сегодня. Они напоминают: мир больше поверхности. Под городами есть другие города, под дорогами – старые русла, под словами – забытые знания, под сухой землей – вода, которая ждет правильного пути. И где-то в темноте древнего тоннеля все еще слышен звук, ради которого люди поднимали города из пыли. Не шум царя, не грохот войны, а тонкое, почти незаметное движение воды. И рядом с ним люди, которые поняли, чтобы цивилизация жила, иногда нужно не покорить реку, а просто помочь ей найти дорогу.